Иногда отношения с родителями складываются непросто, и повзрослев, дети уходят из семьи, чтобы никогда не вернуться. Так произошло с семьей, жившей в этом заброшенном доме. Комнаты все еще наполнены вещами бывших владельцев, их фотографиями и документами. Но из этого дома ушло главное – любовь и взаимопонимание между жившими здесь людьми. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд, Вадим. и Гера. Сегодня мы с вами отправимся в небольшой город в Бельгии, где там стоит уже 20 лет заброшенный дом. Этот дом расположен прямо в городе. К нему примыкают и другие дома, а с одной стороны проходит довольно оживленная дорога. Но за его заброшенностью стоит грустная история ожившей здесь семьи. Давайте разбираться с ней по порядку и сначала посмотрим дом. Глядя на этот дом снаружи, даже не верится, что внутри он может быть настолько интересным. Настоящий гадкий утенок, на которого не обращает внимания занятый своими заботами город. Наверное, поэтому долгое время он оставался нетронутым и тихонечко сам по себе разрушался. Мы оказались в просторном внутреннем дворе, также заставленном всевозможными вещами и заросшим деревьями и кустарниками. Старый велосипед, прислоненный к стене разрушающегося гаража-ангара, старый минивэн, застывший в ожидании очередной поездки, которой так никогда и не случилось. Старая мебель, которую когда-то вынесли из дома для продажи или вывоза на свалку, но эти планы также пошли на смарку. В помещение вели две двери. Заглянув в первую, мы даже присвистнули от неожиданности. Вытянутая темная комната была заставлена стеллажами с банками с краской, а в самом низу, в ящиках, лежали разноцветные порошки, пигмент для создания краски по запросу клиента. Вот это да! Здесь когда-то был магазин, да еще и такой необычный. На входе стояла высокая деревянная стойка, за которой обслуживали клиентов. Что с ним еще? Вторая дверь вела в дом, где раньше жили владельцы. Зайдя, мы сразу попали в вытянутую кухню, заполненную старой техникой и коробками с просроченными продуктами. Она выглядела слишком грязной для долгого рассматривания, поэтому мы не стали заострять внимание. В гостиной на нас пристально и с небольшой ухмылкой смотрел мужчина лет 50-60. Наверняка художник, нарисовавший этот портрет, остался очень горд собой. Сходство должно было быть феноменальным, раз хозяева повесили его на такое почетное место. На деревянном столе стояли остатки посуды, на комоде застыл старенький телевизор. Обои и штукатурка на потолке слезали большими закручивающимися кусками. Дождевая вода сильно пропитала дом. Здесь все обвалилось, но кажется, там есть еще одна комната. Пойдем посмотрим. Справа была комната с рухнувшей крышей и вторым этажом.
Деревянные балки блестели от влажности, где-то уже проросли растения. В некоторых местах среди обломков проглядывала жизнь бывших владельцев, остатки мебели, декора, даже призовые кубки, когда-то гордо выставленные на камине. За обрушившейся комнатой виднелась еще одна. Мы рискнули пройти по груди обломков, чтобы на нее взглянуть, и правильно сделали. Комната застыла в своем медленном упадке. Красивая мебель, смоченная водой, постепенно превращалась в однородную массу с примесью грибка и прочих микроорганизмов. На нас произвело впечатление застывшее в углу трюмо. Изящество и внимание к деталям заставляли твое сердце сжиматься от жалости, что эта чудесная мебель уходит вслед за своими почившими владельцами. Потолок в комнатке немного провисал в своей центральной части, и казалось, что вот-вот и он лопнет, как пузырь, залив пространство деревянными балками и кусками бетона. Задерживаться не хотелось. Тебе удобно? Угу. Неисследованной на первом этаже осталась только комната-прихожая. Она даже, наверное, была не совсем комнатой, а приемным залом, где обслуживали клиентов. В комнату вела стеклянная дверь сразу с улицы, на которой, видимо, было написано название бывшего магазина. Соседствующий с этой комнатой спуск в подвал впечатлил. К сожалению, в этот раз мы не взяли с собой акваланги, поэтому исследовать его не смогли. Тут вода вообще, это бассейн. Я туда не пойду. Я тоже. Логично предположить, что вся вода, проникшая в дом, нашла свое пристанище именно здесь, в его нетрах. После увиденного идти на второй этаж не очень хотелось. Он первым подвергался дождевым атакам, и страшно было представить, что там сейчас творилось. Но представлять мы не хотели, и шаг за шагом приближали себя к встрече с творившейся там реальностью. Ну и, к слову, зря переживали. Этаж с натяжкой, но выдерживал. Здесь было 3 спальни и ванная комната, которая взбудоражила нас больше всего. В саму ванную набралась дождевая вода, ставшая практически черной за время своего простоя. Окружавшее ее пространство с облезшей краской и осыпавшейся штукатуркой, куски мыла на раковине и туалетная бумага около унитаза знатно добавляли жути. Пройти же в сами спальни мы едва осмелились. В одной из них в полу уже зияли дыры, так что мы насладились царящей там разрухой издалека. Он тоже двигаться я бы не зашел долго здесь. В 2 другие же все-таки слегка протиснулись, вспотевшие от адреналина и чувствующие, как под ногами ходит пол. Первая была крупная, скорее всего родительская, один угол которой, наиболее протекающий, был оккупирован прялкой и изделиями. Вторая комната была гораздо меньше. Здесь стояла односпальная кровать, а одежду кто-то вытащил из комода и разбросал по полу.
была библиотека, кстати, смотри. Под крышей располагалась художественная мастерская, где осталось несколько готовых и недоделанных работ. Сделали пару кадров и побыстрее ушли с этого этажа. Не стоит оно того. Напоследок, уже в сумерках, пытаемся еще раз сфотографировать магазинчик краски. И вдруг совсем рядом слышим громкие пьяные голоса, звук разбитых бутылок и возню в проходе к внутреннему двору. Какие-то алкоголики, видимо, возвращались сюда переночевать. Мы прячемся за стойкой магазинчика, пока возня не утихает, и очень быстро покидаем дом. К сожалению, в этот момент, скажу я вам, мы ничего не засняли. Поэтому вам придется поверить нам на слово. Как вы заметили, у нас немножечко изменились декорации. Дело в том, что сейчас я нахожусь в Карельском лесу, в очередной раз просматриваю это видео и делаю финальные правки. Это очень практично, когда твоя работа позволяет тебе находиться там, где ты хочешь. И не обязательно быть блогером, ведь сейчас существуют десятки удаленных профессий, которые позволяют жить и работать в любом месте. Я бы хотела рассказать вам о профессии тестировщика, который, как и я сейчас, ищет ошибки в программах и сайтах и передает их разработчикам. Эта профессия – один из самых быстрых и легких способов начать свою карьеру в IT. Причем она не требует каких-то специальных технических знаний. Здесь гораздо важнее внимательность, аккуратность и умение работать в команде. И зарплаты у таких специалистов неплохие. Средняя зарплата тестировщика где-то 120 тысяч рублей в месяц, и она растет с развитием его навыков. Освоить эту профессию можно в школе Skill Factory на курсе «Тестировщик на Python». Здесь вы получите опыт работы над кейсами крупных компаний благодаря специальной платформе Factory. И уже через 4 месяца после начала обучения у вас будет достаточно знаний, чтобы начать искать работу. А Центр карьеры школы вам в этом поможет. Во время обучения в Skill Factory вы сможете пройти стажировку в IT-компании Promotion, а дипломный проект сможете защитить с компанией Ростелеком. Каждый студент получит сертификат о прохождении стажировки и письмо с рекомендациями. Таким образом, вы сможете пополнить в своем резюме строчку с опытом. А помогать с учебой вам будут практикующие разработчики из крупнейших IT-компаний. По моему промокоду «Призраки» действует скидка 45% на покупку курса «Тестировщик на Python». Плюс ко всему этому вы получите мини-курс по нейросетям в подарок. Кликайте на ссылку в описании и получите бесплатную консультацию. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. А я отправлю свои правки по поводу этого видео команде, и мы продолжим просмотр. Так что же за семья жила в этом доме-магазине? Наверное, судя по мастерской, они были художниками, занимающимися производством собственной краски. Что ж, это верное утверждение, но история семьи оказалась гораздо глубже и запутаннее. Сейчас мы вам ее расскажем. Художники в 5-м поколении. Это призвание или проклятие? Молодой Джордж с детства помогал отцу. Вместе они ездили на несколько дней в командировки к морю, чтобы работать на самых красивых виллах с панорамными окнами с видом на набережную. Отец рисовал картины и узоры, а Джордж смешивал краски и подготавливал стены под покраску. На его детские плечи ложилась большая ответственность. Нужно было смешивать ингредиенты в необходимых пропорциях и ни разу не ошибиться, когда краски не хватало и нужно было намешать еще. Тон никогда не должен был отличаться от уже нанесенного, иначе богачи останутся недовольны заказом, а дома его будут ждать неприятные разговоры и ограничения. Джорджу хотелось бегать по пляжу и купаться в высоких волнах, на которые он смотрел сквозь идеально чистое стекло панорамного окна очередной виллы. Но вместо приятной морской воды обливался потом, переживая о том, правильно ли он смешал краски. Когда у его одноклассников были школьные каникулы и они уезжали с родителями на отдых, Джордж оставался в городе, помогая родителям обслуживать магазин, созданный еще его дедушкой. Мальчик даже не знал его. Когда деда не стало, он сам еще не родился. Про деда много рассказывала бабушка, в доме которой они с родителями и поселились, продолжая вести его дела. Дед Джорджа пошел по стопам собственных отца и дедушки и был художником, маляром и химиком. Переняв их знания и умения, он сам научился производить цветные порошки, из которых после получал краску любых оттенков. Его краска начала пользоваться популярностью среди соседей и знакомых, и он решил купить новый дом, в
в котором мог бы обустроить свой собственный магазин. Так в 40-х годах у их семьи появился этот большой дом из темно-красного кирпича. Часть его была жилой, а часть использовалась под магазин. Большую гостиную, входящую дверью и окнами на более оживленную улицу, определили как зал для приема клиентов, а постройку в 2 этажа сбоку от дома переделали в мастерскую и выставили на стеллажах банки с краской. Дело пошло в гору, от клиентов не было отбоя. Но через пару лет дед умирает, а его вдова и дети перенимают семейный бизнес и возносят его на новые высоты. Краска сделала его богатым и погубила. Часто говорила Джорджу про деда бабушка. Сама она пережила супруга почти на 40 лет. Магазинчик с краской и малярная компания продолжали носить имя дедушки и после его смерти. Его дети разделили между собой права и обязанности, но основную ношу взял на себя отец Джорджа. Он остался жить в родительском доме, приведя сюда свою жену и продолжив заниматься магазином и малярными и художественными работами. На чердаке дома он обустроил мастерскую, хоть так редко мог позволить себе просто рисовать картины. Джордж был его единственным сыном. Он родился и вырос в этом доме, не зная ни минуты покоя. Когда он подрос и стал способен помогать семье, ему практически не оставалось времени на свои детские забавы. Когда они с отцом не уезжали на стареньком вэне в командировке, они работали с клиентами в магазине, продавая и смешивая для них краски. Стареющая бабушка тоже требовала к себе внимания, и когда ухаживать за ней стало совсем тяжело, родители перевели ее в дом для престарелых. Там она и умерла в начале 90-х. Как только Джордж вырос, он воспользовался возможностью уйти из родительского дома. Никакие уговоры не помогали. Тянуть компанию и магазинчик, у которого теперь появилось множество конкурентов, ему совершенно не хотелось. Джордж уехал в соседний большой город, поступил на учебу, встретил будущую жену и закрепился там. Возвращаться в родительский дом, отнявший у него детство, он так и не захотел. Даже после того, как его родителей не стало, Джордж не прожил в доме и дня. Он просто вступил в наследство, получил крупную сумму денег на счет и продолжил жить свою жизнь в городе. Он тратил накопленное родителями состояние на себя, считая, что это его плата за детство, в котором он только и делал, что работал. Зато его кузены и уже их дети продолжили заниматься компанией. Кто-то более удачно, кто-то менее. У них была большая семья. Один племянник до сих пор предлагает качественные малярные работы для богатых клиентов. Другой, более творческий, продает свои картины на мировых выставках. Они все гордятся своим происхождением, гордятся тем, что являются художниками на протяжении многих поколений. Все, кроме Джорджа. Родительский дом, где он вырос, остается заброшенным уже 2-е десятилетие. Джордж ничего не делал в нем, все осталось так, как было при родителях. Порядок, наведенный матерью, застыл на годы вперед. Ее шитье, швейные машинки и прялка так до сих пор и покоятся в спальне, где она последний раз с ними работала, хоть потолок прогнил здесь и начинает все подтапливать. Мастерская отца на чердаке, где он все чаще рисовал в последние годы жизни, также застыла во времени и пространстве, как и его незавершенные полотна. Крыша в этой части дома оказалась наиболее крепка. Зато она дала слабину в другой части дома, да настолько, что проникающая сквозь нее вода обвалила все этажи. Конечно, Джордж знал, что дом надо поддерживать, но он решил больше никогда сюда не возвращаться. Он не забрал семейные фото, не забрал ничего из вещей. Наверное, после его отъезда из дома отношения с родителями испортились. Нам никогда не узнать точно, что именно произошло. Не залезть человеку в душу и не спросить: неужели вы не смогли поладить настолько, что ты больше никогда не захотел вернуться, не захотел сохранить память о своей семье, дал родительскому дому сложиться по примеру карточного, похоронив под собой все, что построило не одно твое поколение.
Сейчас судьба дома такова, что несколько месяцев назад его выкупил у Джорджа муниципалитет. Дом действительно обваливается, и живущие рядом соседи очень часто слышат доносящийся оттуда шум. И так как он представляет опасность и для дорожного движения, и для построек поблизости, если произойдет какой-то масштабный обвал, муниципалитет принял решение его снести. Работы уже начались. Вот такой непростой у нас сегодня сюжет и судьба человека. Лично меня все это очень сильно тронуло, особенно когда видишь оставленные в доме фотографии и начинаешь узнавать, какая долгая история была у жившей здесь семьи. Жаль, но, видимо, были на то свои причины. Итак, спасибо вам за просмотр. Как обычно, ставьте лайк на видео, если вам понравилось, и еще подписывайтесь на канал, чтобы нам поддержать в нашем проекте. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока!